Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку знаменитый пирог со сливами из газеты New York Times. Пирог получается уникальный по вкусу, не похожий на другие пироги. Готовится очень просто, очень быстро. Буквально несколько минут вашего времени понадобится для его приготовления, плюс время для выпечки. И получается пирог с удивительным вкусом, много сливы. Сверху вкуснейшая хрустящая карамелизированная корочка, не похожая на другие пироги, и готовится предельно просто и быстро, из очень малого количества ингредиентов. В этом видео для вас я буду выпекать этот пирог дважды с разными видами слив, чтобы вы сами выбрали, какой сорт слив вам больше подходит для этого пирога. Итак, первый вид я готовлю с обычной садовой сливой. Понадобится мне на этот диаметр 24 см 8 слив, но использовать буду 15 половинок. Сливы должны быть кисло-сладкими. Сливы пока что я отставляю в сторону и готовлю тесто. 115 грамм сливочного масла размягченного, 8 грамм ванильного сахара туда добавляю, 220 грамм сахара. Сахара можете меньше брать, но для моего вкуса это маловато, если брать еще меньше сахара. И добавляю туда 2 крупных яйца. Взбиваю просто до объединения и пышности, то есть буквально 1 минуту, даже может быть 40 секунд. Вот такая пышная масса у меня получается. Добавляю туда щепотку соли. Также просто перемешиваю до однородности. Духовка у меня уже разогрета на 180 градусов Цельсия. Добавляю туда сейчас 180 грамм муки и 1 чайную ложку разрыхлителя без горки. Просеиваю обязательно всю сухую смесь. Перемешиваю сейчас просто миксером. Ничего здесь лопаткой вымешивать не нужно. То есть ни молока, никакого сока, ни воды мы ничего не добавляем в тесто. Вот какое оно у нас есть, вот такое с малым количеством ингредиентов, такое оно и будет. Достаточно такое вязкое, плотное тесто. Оно таким и должно быть для этого пирога. Форма здесь у меня в первом варианте 24 см в диаметре. Смазываю буквально 3 граммами сливочного масла. Посыпаю половиной столовой ложки муки. Форму подготовила. Выкладываю туда сейчас уже все тесто. И выкладываю на тесто сливы. Выпекать буду при температуре 180 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз, без конвекции, примерно 1 час. То есть все это будет зависеть от вашей духовки, но в моей духовке требуется 1 час. Выкладываю сливы достаточно близко друг к другу. Вы можете меньше слив брать, но мои все домашние любят, чтобы было очень много начинки в этих пирогах. Сейчас я, как это и указывается в оригинальном рецепте, сбрызну все эти сливы свежевыжатым лимонным соком. Вы это можете вообще не делать. Посыпаю также корицей, это тоже идет в оригинальном рецепте. И посыпаю каждую сливу небольшим количеством просто сахара, чтобы появлялась вот эта карамельная корочка сверху. Этому рецепту уже более 40 лет, и рецепт пользуется до сих пор очень большой популярностью. Итак, убираю выпекаться. Духовку во время выпечки, конечно же, не открываем. У меня прошел час, пирог испекся. Шпажка из него выходит сухая и чистая. Как видите, сверху такая карамельная корочка. Так и должно быть в этом пироге. То есть тесто все пропеченное, просто слива там видно. Внутри слива тоже полностью пропеклась. Извлекаю его из формы, как только он уже остыл у меня практически до комнатной температуры. Пирог, сразу говорю, лучше не перекладывать ни на какое блюдо, потому что он очень нежный, этот пирог получается. Нарезаю его уже в полностью остывшем виде. Кусочки получаются вот такого вида. Здесь огромное количество сливы. Внутри нежнейшее тесто и сверху очень хрустящая карамельная корочка получается. Она как бы спекшаяся такая. В этом и есть задумка этого пирога. Очень вкусный, получается, не похожий ни на что. И готовится самым простым элементарным способом. И сейчас показываю вариант с розовой сливой, как это идет в оригинальном рецепте. Эта слива крупная всегда. У нас в Германии она стоит в 2 раза дороже, чем обычная садовая слива. Я все равно для вас снимаю и второй вариант. Готовится он действительно очень просто и быстро. Здесь у меня форма 26 см в диаметре я беру, потому что слива очень крупная сама по себе, на то же абсолютно количество теста. Вот такой пирог получился, остыл полностью у меня до комнатной температуры. Нарезаю его крупным ножом. Опять же повторяю, кусочки будут такие не очень ровные, потому что это такой пирог. И вот такой разрез у него получается. Сверху
Очень вкусная карамельная корочка, огромное количество сливовой начинки и нежнейшее тесто. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.